Можно позавидовать тем, кто не знает этого рецепта, потому что в нем из одного стакана обычной чечевицы за считанные минуты мы получаем около 3 килограмм вкуснейшей и полезнейшей колбасы, в которой очень много белка, так нужного нам состава микро- и макроэлементов, а самое главное – много магния и цинка. Друзья, подпишитесь, чтобы не потерять это видео, а мы начинаем магию по превращению одного стакана чечевицы, которую можно кушать как всем людям в пост, так и вегетарианцам, которые не кушают мясо, ведь в этой колбасе нет ни грамма мяса. Стакан чечевицы я замочил на ночь, он разбух, набух, и теперь я его промываю. Убираю излишнюю влагу. Кстати, друзья, я всегда промываю в воде с содой. А как вы предпочитаете промывать крупы? Просто в воде или же вы добавляете соду или другие очистители? В моем случае иногда я пользуюсь еще перекисью водорода. Но, возможно, что-то в комментариях вы подскажете более действенное. Без специй эта колбаса будет, не колбаса. Не будет похожа на мясо, хотя здесь мяса вообще нету. Я беру пол чайной ложечки соли. Беру четверть чайной ложечки черного молотого перца. И кладу сахарозаменитель. Если вы кушаете сахар, кладите сахар. Я кладу сахарозаменитель 3 столовые ложечки. В моем случае это эритрит. Можно добавить любой другой сахарозаменитель, но эритрит мне больше всего нравится. А вот интересно, вы используете сахар обычный или же сахарозаменитель? Просто я люблю интерактив, чтобы, читая ваши комментарии, у нас складывалась беседа. Буду рад вашим комментариям. И, друзья, чечевица у нас в этой колбасе отвечает за белок. Целых 24 грамма на 100 грамм чечевицы. Но для прекрасных дам есть одна классная крупа, которая магния дает в 3 раза больше, чем в чечевице. Калия больше, чем в чечевице. И железа больше, чем в чечевице. За это отмечает гречка. Я замочил полстакана гречки, так же как и чечевицу, на ночь. И теперь ее смело добавляю к чечевице теплой воды. Вот такая красота. Теперь мы это все превратим в однородную массу при помощи блендера. Сейчас мы полностью не блендируем, поскольку добавим еще несколько вкусных и полезных ингредиентов, которые обогатят нашу колбаску. Мы возьмем одну среднюю луковицу. Сильно ее нарезать не надо, поскольку она у нас пойдет в блендер. Поэтому на несколько крупных фрагментов, и этого вполне будет достаточно. К ней же отправляется одна средняя морковь, которую мы делим пополам. И эти пополам мы разделяем на несколько фрагментов. Прекрасно, у нас все готово. Отправляем нашу морковочку и лучок в блендер, где они будут прекрасно сочетаться с чечевицей и гречечкой. Вот такая красота. Ох, смесь выглядит просто волшебно. И уже появляются первые нотки. Но здесь главную роль играет чечевица, пока она берет на себя все внимание. В итоге, в конце рецепта мы должны получить гармоничный вкус, где ни один из ингредиентов не выбивается вперед, а все равномерно со всех сторон, так сказать, 3D воздействуют на наши рецепторы и доставляют нам не только полезные микроэлементы и белок,
но и ощущение вкусной колбасы. Пришла пора ставить все на огонь. Кастрюлька. И туда помещаем то, что мы только что взблендировали. Красная копченая паприка. Я беру большую чайную ложечку с горочкой. Сюда же я отправляю молотый кориандр. Запах просто божественный. 2 чайные ложечки. И беру тмин. Тмин в моем случае только что я сделал сделал мелкий помол из семян на кофемолке. И, друзья, интересно, вы покупаете готовые смеси или, как я, любите покупать семена и сами в кофемолке их перемалывать? Интересно узнать будет в комментариях. Друзья, что мы делаем? Я сразу же включаю маленький огонь, не дожидаясь, пока закипит. И теперь нам остается еще один момент. Как я и сказал, у нас будет 2 основных компонента в приготовлении этой шикарной колбасы. Первый компонент — это чечевица. Поскольку от гречки можем отказаться, это дополнительное. Но от чего мы не откажемся, это от закрепителя. В моем случае я беру желатин. Если вы не едите животную пищу животного происхождения, возьмите агар-агар. Будет эффект тот же самый. Я беру 15 грамм желатина, заливаю это 80 грамм водички комнатной температуры. Беру обычную сковороду, наливаю в нее воду и ставлю на огонь к чечевице. И параллельно буду помешивать и то, и следить за вторым. Итак, друзья, я вот ставлю на огонь, и пусть оно себе идет. Но я вижу, что у меня уже в кастрюльке булькает. И я думаю, если вы видите на боковую камеру, то тоже заметили вот это бульканье, что процесс у нас идет прекрасно. Вот такая красота. Пока у нас все идет, кипит, мы не теряем время, и я сразу натираю на мелкую терку один среднего размера овощ под названием свекла. Именно свекла нам нужна не как сама по себе, не как сам овощ, кстати, очень полезный, а нам нужен краситель, который окрасит нашу колбасу в цвет очень похожий на реальную докторскую колбасу. Я вам покажу 2 моих любимых способа, сразу 2 способа. А вы выберите, который вам больше всего нравится. Первый способ, он при помощи ситечка. Мы отправляем в ситечко и берем вот так вот отжимаем. Способ хороший, но, друзья, долго, скажу вам честно, долго. Я вам покажу второй способ, которым я начал пользоваться совсем недавно. И для этого я использую вот такой вот мешочек. Я покупал на маркетплейсе. Кому интересно, пишите в комментариях. Я ссылочку скинул на продавца, у которого я брал проверенные, прям хорошие, а главное плотные, не разрывающиеся мешочки. И все, что нам надо сделать, просто взять все сразу, поместить в этот мешочек. И теперь все, что нам остается, простым движением, с любовью отжать вот этот ценнейший и полезнейший сок. Если вам слышно, то уже наша
каша, которая сейчас превратится волнительным образом в вкусную колбасу веганскую, она уже шуршит, кипит, словно паровоз. Я увеличил огонь, несколько зубчиков чесночка. Именно на этой стадии отправляется в наш колбасный цех. Я постепенно добавляю. Это будет у нас вместо сала. Вот такая красота. Кроме того, семена дают прекрасную жировую основу. В них много полезных жиров. И равномерно я распределяю. Теперь я выключаю огонь на водяной бане. И содержимое отправляю в единую емкость. Слышите, как идет процесс? Прекрасно. Это просто прекрасно. Все, что нам осталось, это буквально 5 минут доварить. Общее время, я не сказал, варки чечевицы в таком состоянии минут 10-15. 5 минут прошло, огонь выключается. И теперь у нас финальная стадия. Я беру лимончик, а точнее его половинку, и с него прямо достаю сок. Прямо в кастрюлю. Как есть. Вот так. Нам понадобится примерно 2-3 столовые ложки сока. И добавляем прямо в нашу колбасу. И если вам видно в боковую камеру, то консистенция прямо мгновенно начинает быть похожей на настоящую докторскую колбасу. Интересно, если похоже, поставьте лайк, и интересно в комментариях напишите, похоже или нет. Стоит вопрос, в какой же емкости делать колбасу, чтобы она получилась как колбаса. Я вам покажу сразу два метода, которых можно делать. Есть вот такие чаши от блендера, погружного блендера. Они идут вместе с блендером погружным. Можно в ней делать. Но сегодня мне захотелось сделать вот в таких вот обычных бутылках с-под воды. Все, что нам понадобится, это острый нож и буквально одно движение, и почти сразу отправляем все в емкость. Но перед этим я беру маслице и рукой смазываю полностью всю поверхность внутреннюю нашей емкости, в которой будем нашу колбаску помещать. И мы легкими движениями отправляем ее прямиком в нашу емкость. Одно важное дополнение, друзья. Вот одна емкость, которую я взял, пластиковая бутылка, она себя ведет хорошо с еще горячей нашей колбасой. Вторая емкость, она начала плавиться и сужаться. Поэтому или чуть-чуть остужайте, потом закладывайте в эти емкости, или, как я, делайте в емкостях от блендера, к примеру. Ну, может, проще остудить вам будет, чтобы вот так вот не делать, как я, не перекладывать. Кто знает, для чего оборачивается верхушка, напишите в комментариях и подскажите тем, кто не знает. А я почитаю, мне самому будет интересно, все ли знают этот главный секрет. Кажется простой, но тем не менее о нем мало кто знает. Вот так вот делаются верхушечки.
И все, что нам остается, занести в холодное место на 2 часа. Хотя бы на 2 часа. Лучше больше. Если на ночь, то вообще прекрасно. Но я поставлю на несколько часов, потому что уже хочется скорее продегустировать. Ух. И у нас уже все готово. Прошло буквально 2-3 часа. Колбаса готова. Посмотрите, как она сама просто вылазит самотеком. Опа. По-моему, друзья, не отличить. Не отличить от магазинной колбасы. Но это готовится из простых ингредиентов. Буквально из одного стакана того, что есть у каждого на кухне. Просто шикарно. Дорогие мои, пусть Создатель щедро наполнит вас здоровьем, счастьем, молодостью и изобилием. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк и написали комментарий. Этим вы помогаете развитию канала, а меня вдохновляете на создание новых полезных рецептов для вас. Не прощаюсь с вами, а приглашаю посмотреть вот этот чудесный рецепт. Думаю, он станет одним из самых полезных для вас.